Ночь 15 апреля 1912 года на «Титанике» стала роковой для сотен людей, совершенно не ожидавших встретить на величайшем круизном лайнере свою смерть. В 1997 году невероятно большой вклад в раскрытие этой истории внес фильм Джеймса Кэмерона «Титаник». Но знали ли вы о том, что многие персонажи, показанные в фильме, были реальными? Из-за того, что в кинокартине уделили слишком много внимания вымышленным главным героям, упомянуть реальных людей удалось совсем немного, а кого-то и совсем мельком. Но поверьте, их истории куда увлекательнее и трогательнее, чем показано в фильме. И сегодня мы поговорим о 5 самых интересных из них. Номер 1. История вечной любви. Помните трогательный момент, когда пожилая пара лежала в постели в полузатопленной каюте? Так вот, они реальны. Эти герои стали прототипом Исидора и Иды Штраус. Эту пару скреплял брак, продлившийся более 40 лет, 7 детей, бизнес и глубокие чувства, которые они пронесли через всю жизнь. Они ненавидели разлуку и всегда, когда были в отъезде, ежедневно писали друг другу письма. Благодаря бизнесу они были невероятно богаты. В то время Исидору часто приходилось выезжать в рабочие командировки, а его супруга Ида периодически путешествовала с ним. В этот раз они ездили в отпуск в Европу, после которого купили билеты на «Титаник», чтобы вернуться домой в США. На тот момент Иде было 63 года, а Исидору 67. История, произошедшая в ту роковую ночь, была рассказана их правнукам. Моя прабабушка Ида вошла в спасательную шлюпку, ожидая, что ее муж последует за ней. Когда он не сел вместе с ней, она очень забеспокоилась, и корабельный офицер, ответственный за спуск именно этой спасательной шлюпки, сказал: «Ну, мистер Штраус, вы пожилой человек, и мы все знаем, кто вы. Садитесь в спасательную шлюпку с вашей женой». «Зачем?» – последовал ответ Исидора. «Нет, пока я не увижу, что все женщины и дети на борту этого корабля находятся в спасательной шлюпке, я сам не войду в спасательную шлюпку». Разумеется, Ида никак не могла оставить своего любимого мужа и тоже не стала садиться в нее. No, please, Ida, get into the boat. No! We've been together for 40 years, and where you go, I go. Don't argue with me, Isidore. You know it does no good. Она уступила свое место горничной, Эллен Бёрн. Также она вручила ей свою шубу, чтобы та не замерзла в открытом море. Выжившие рассказывали, что последний раз они видели то, как пара просто держалась за руки. Они были невероятно спокойны, хотя через несколько минут их ожидала неминуемая смерть. К сожалению, удалось найти только тело мистера Штрауса. Тело Иды так и не было найдено. Зато во время одного из исследований затонувшего «Титаника» был найден золотой медальон в карманных часах Исидора. Внутри этого медальона были 2 фотографии, немного пострадавшие из-за соли, но неплохо сохранившиеся благодаря плотности украшения. На одной из фотографий был их старший сын Джесси, а на другой – их старшая дочь Сара. Бабушка правнука, рассказавшая ему эту историю. Ей же, в свою очередь, рассказала историю спасенная горничная, а также она попыталась вернуть шубу. Сара поблагодарила ее, но сказала ей сохранить его в память о ее покойной матери. Штраусы владели магазином Мэйсис, и на первом этаже универмага можно увидеть мемориальную доску, посвященную супругам. Номер 2. Руководитель оркестра, игравший с ним до конца. Сюда. Играйте что-нибудь приятное и бодрое. Паника нам ни к чему. Свадебный вальс. Джентльмены, игравшие во время потопа, в том числе их руководитель, были реальны. В апреле 1912 года Уоллес Хартли был назначен руководителем оркестра на «Титанике». Сначала он не хотел оставлять свою невесту, Марию Робинсон, которой он недавно сделал предложение, но потом решил, что работа на лайнере предоставит полезные контакты для работы в будущем. Вместе со своим оркестром он играл, пока «Титаник» тонул. Тем самым они пытались помочь пассажирам успокоиться. Финальной композицией оркестра, когда всем стало ясно о скорой гибели, стал гимн «Ближе, Господь, к тебе». Ни один из музыкантов так и не спустился с корабля, и никто из них не выжил. Джентльмены, для меня большая честь играть с вами сегодня. Спустя 10 дней было найдено только тело Хартли. В его похоронной процессии участвовало 40 000 человек.
При обнаружении тела к его груди была привязана скрипка, на задней поверхности которой была надпись, говорившая о том, что скрипку Уоллесу подарила его невеста. Та пожертвовала ее религиозной организации, после чего инструмент почти 100 лет считался утерянным, а после нахождения и 7-летнего подтверждения подлинности она была продана аукционным домом за $1,5 миллиона. Номер 3. Герой, которого изобразили злодеем. Поздно. На носу есть другие шлюпки. Обратитесь к Мердоку. Похоже, он человек практичный. Мистер Мердок, Мистер Хокли, вы двое! Сюда! Живо! я бизнесмен, как вы знаете. У меня к вам деловое предложение. К сожалению, в фильме его историю сильно исказили. Уильям Мердок был первым помощником капитана на корабле. Очень интересная деталь. Он относился к семье потомственных моряков, и почти все его братья и другие родственники тоже погибли в море еще до него. Уильям также был первым помощником и собирал команду из опытных офицеров на борту брата Титаника, Олимпика. Он нес вахту на мостике в момент столкновения с айсбергом Титаника. Будучи очень опытным моряком, он сделал все возможное в те роковые секунды, чтобы лайнер избежал столкновения. Скорее всего, он заметил айсберг одновременно со вперед смотрящими. Он тут же побежал к рубке и отдал команду Право на борт! Право на борт! а затем помчался к машинным телеграфам и перевел их в положение стоп. Благодаря его действиям во время спуска шлюпок спаслось около 70% всего количества всех выживших людей, ведь он, в отличие от большинства, старался максимально их заполнять и организовал все грамотно. Последней, оставшейся на борту, была складная шлюпка А. Однако водная гладь уже поравнялась со шлюпочной палубой, а паника становилась все сильнее. Пассажиры, экипаж и Мердок с 2 офицерами яростно пытались спустить складную шлюпку с крыши кают, чтобы подтянуть ее к шлюпбалкам, но было слишком поздно. Вода поглотила капитанский мостик и волной обрушилась на палубу, смыв шлюпку. Это произошло примерно в 2 часа 15 минут, и оказаться в шлюпке А посчастливилось только дюжине людей, но никого из 3 офицеров, включая Уильяма, в ней не было. Известие о смерти Уильяма оказалось самым большим горем в жизни его жены, Ады Мердок. После этого она больше не выходила замуж. Через некоторое время она получила 2 письма от чудом спасшегося коллеги супруга. В первом он лично выражал глубокие соболезнования. Второе было подписано всеми выжившими офицерами и содержало слова сожаления. В нем говорилось, что Уильям погиб как герой, до конца исполняя свой долг. Письмо должно было послужить разоблачением газетных слухов, в том числе и о его выстреле в висок. Но, как нам уже известно, в киноверсии его изобразили как офицера, принимающего взятки, стреляющего в паникующих людей и, в конце концов, направившим пистолет на себя. Родные Уильяма были возмущены отведенной ему в фильме ролью, и создатели даже отправились в его родной город, чтобы лично извиниться, и сделали пожертвование на благотворительную премию Мердока. Номер 4. Повар, которого спас алкоголь. Этот момент в фильме с выпивающим дядюшкой раньше меня немного забавил. Как оказалось, это был реальный персонаж, и у него была просто невероятно интересная история. Заранее хочу сказать, что, конечно, алкоголь вредит здоровью, но полстакана ликера однажды спас жизнь нашего героя. Правда, в реальности он выпил ликер намного раньше. Повар Чарльз Джокин был назначен на корабле в качестве главного пекаря и управлял штатом из 13 человек. В момент столкновения корабля с айсбергом вечером Джокин был свободен от дежурства и лежал на своей койке. Когда он почувствовал удар, то немедленно поднялся. С верхних палуб передавали, что офицеры готовят спасательные шлюпки к спуску на воду, и повар отправил 13 пекарей на шлюпочную палубу с провизией для спасательных шлюпок, по 4 буханки хлеба на каждую. С небольшой задержкой он направился на палубу усаживать женщин и детей в шлюпку номер 10, порой даже насильно, так как те вначале чувствовали себя безопаснее на корабле. Когда шлюпка отплыла, он спустился в свою каюту и выпил полстакана ликера. Когда он поднялся на шлюпочную палубу, все шлюпки были уже спущены на воду, поэтому он начал выбрасывать за борт около 50 шезлонгов, чтобы их можно было использовать как плавучие средства. Затем Джокин отправился в кладовую, чтобы попить воды, где он услышал громкий треск, как будто часть корабля прогнулась.
Он вышел из кладовой и присоединился к толпе, направляющейся на кормовую палубу. Чарльз вскарабкался на правый борт кормовой палубы, ухватившись за поручень так, чтобы оказаться снаружи корабля, когда тот будет спускаться вниз. Когда корабль пошел ко дну, Джокин спустился на нем, как на лифте, даже не погрузив голову под воду. С его слов, он лишь слегка намочил волосы, не более. Так он стал и последним выжившим, который покинул корабль. По его собственным показаниям, он находился в воде около 2 часов. Чарльз также признался, что почти не чувствовал холода, скорее всего, из-за выпитого алкоголя. Когда рассвело, Джокин заметил перевернутую складную шлюпку, на которой находилось около 20 человек. Он немедленно подплыл к ней, но места для него не было. Однако один знакомый повар узнал его и стал держать за руку, в то время как его ноги оставались в воде. Затем появилась еще одна спасательная шлюпка, в которую он и взобрался, пока не поднялся на борт Карпатии, пришедший им на помощь. Единственная травма, которую он получил – опухшие от холода ноги. После катастрофы он давал важные показания в Англии для расследования дела крушения «Титаника». Номер 5. Непотопляемая Молли Браун. В Шербурге на борт поднялась женщина по имени Маргарет Браун. Но все называли ее Молли. Она вошла в историю как непотопляемая Молли Браун. Я не собираюсь ждать целый день, сынок. Вот, надеюсь, ты справишься. Да, мам? Привет, Ее муж Джей-Джей. владел золотыми приисками. Простая, болтливая подружка матери Розы была настоящим героем во время гибели лайнера. Активистка, помогающая бедным, шахтерам и осиротевшим детям. Убежденная феминистка, родившая 2 детей и любящая своего мужа. Светская дама и начинающая актриса, ценящая искусство. Представили себе подобную особу? Такой и была непотопляемая Маргарет Браун. Она родилась в многодетной бедной семье, мечтала выйти, хоть и не по любви, но за богатого человека. Однако все произошло немного иначе. Она вышла замуж за, на тот момент, бедного Джима Брауна и родила дочь и сына. Вскоре они купили дом в Лидвилле, где им улыбнулась удача. На скромном участке мужа была обнаружена золотая жила, и супруги стали миллионерами. Но постепенно становилось очевидным, что у них было разное отношение к жизни. В конечном итоге, прожив 23 года в браке, пара развелась в 1909 году. В этом же году скончался и мистер Браун. Маргарет с дочерью Хелен была в Лондоне, когда получила сообщение, что ее внук очень болен. Она тут же бросила Штаты, а Хелен в последний момент решила остаться в Лондоне. Быстрее всего оказаться в США можно было, купив билет на «Титаник». В тот роковой вечер Маргарет рано вернулась в каюту. Ей хотелось дочитать книгу. Столкновение с айсбергом оказалось столь сильным, что она упала на пол. Все выбежали из кают, но были уверены, что ничего страшного не произошло. Когда выяснилось, в чем дело, возникла паника. Маргарет усаживала людей в спасательные шлюпки, но сама же отказывалась садиться туда. Она отнекивалась со словами «Если случится худшее, я выплыву». Но, в конце концов, кто-то силой столкнул ее в шлюпку номер 6, сделавшую ее знаменитой. В шлюпке могло поместиться 65 пассажиров, но реально их было лишь 27. Когда они отплывали, на корабле начали взрываться паровые котлы. Внезапно море открылось, и словно гигантские руки обхватили корабль, писала Маргарет. Сидя в спасательной шлюпке в обществе 24 женщин и 2 мужчин, она отчаянно спорила со старшим лодки, требуя вернуться к месту крушения и подобрать тонущих. Когда одной из пассажирок стало холодно, Маргарет отдала той свое меховое манто. А когда холод доконал даже ее, она приказала женщинам садиться за весла и грести, чтобы согреться. Будучи выходцем из низов, Молли прекрасно знала, что такое бедность, и поэтому в равной степени помогала пассажирам всех социальных слоев. Когда им, наконец, удалось доплыть до Карпатии, Маргарет занялась тем, что умела делать лучше всего – организацией. Она знала несколько языков и могла говорить с пассажирами из разных стран. Она искала для них одеяла и продукты, составляла списки выживших, собирала деньги для тех, кто потерял вместе с «Титаником» все – и семью, и сбережения. К моменту прибытия Карпатия в порт она собрала для выживших $10 000. Когда лайнер прибыл в Нью-Йорк и журналисты спросили Маргарет, чему она обязана своим везением, женщина ответила: «Обычная удача Браунов. Мы ведь непотопляемые».
Позже она организовала фонд спасшихся с «Титаника». Она лично вручила Артуру Ространу, капитану Карпатии и его команде кубок любви от имени оставшихся в живых пассажиров «Титаника». Несмотря на горький опыт, она позже много путешествовала по свету с сыном Лоренсом, не вспомнив даже, что вместе с кораблем утонули 13 пар новой обуви и коллекция драгоценностей на сумму $325 тысяч. Но почему все называют ее Молли? В 1960 году вышел бродвейский мюзикл «Непотопляемая Молли Браун», откуда она и получила впервые свое прозвище. Это, кстати, маленький ляп в фильме, так как при таком раскладе на «Титанике» ее еще не звали Молли. Как по мне, за ее заслуги ей отвели слишком маленькую и чересчур недооцененную роль в фильме. В это видео не попали истории гибели самого богатого пассажира «Титаника», история о таинственном исчезновении капитана Смита, трагической гибели главного инженера корабля, о выжившем смотровом, первым увидевшем айсберг, а также о самом директоре «Титаника», который, в отличие от фильма, не был злодеем. Давайте сделаем так. Если это видео наберет 40 лайков, то совсем скоро выйдет вторая часть. В таком случае я буду знать, что эта тема вам действительно интересна. Благодарю за просмотр.